Изоляция, похоже, подходит к концу, и в Иран готовы вложить до 300 миллиардов долларов. Пока десятилетиями обсуждались санкции и политическое давление на Тегеран, бизнес, судя по всему, уже оценивает будущую прибыль. Как сообщает Reuters, в рамках готовящегося соглашения между США и Ираном планируется создание инвестиционного фонда объемом около 300 миллиардов долларов. Более половины этой суммы, по данным агентства, уже обеспечена предварительными обязательствами частных компаний из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки. Предполагается, что средства будут направлены на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и логистики, что фактически запускает масштабную модернизацию иранской экономики. При этом подчеркивается, что речь идет не о средствах американского бюджета. Фонд создается как отдельный инвестиционный механизм и формально не связан ни с санкционным режимом, ни с разморозкой иранских государственных активов. В случае вступления соглашения в силу Иран может получить один из крупнейших инвестиционных пакетов в своей современной истории, что выглядит куда более весомо, чем многие громкие политические заявления. Параллельно официальные лица США подтвердили на брифинге, что Иран получит полный доступ к замороженным фондам на общую сумму около 100 миллиардов долларов, а также к фонду реконструкции в размере 300 миллиардов долларов, которые включены в сделку и уже находятся в стадии реализации. Об этом, в частности, сообщает The Wall Street Journal. В то же время Reuters утверждает, что из этого фонда уже выделено более 150 миллиардов долларов, что прямо противоречит публичным заявлениям Дональда Трампа о том, что США не будут вносить вклад в фонд объемом 300 миллиардов долларов. И вишенка на торте. По информации, активно обсуждаемой в медиа и экспертной среде, управлением этого фонда, как и следовало ожидать, занимается Джаред Кушнер, зять Трампа. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что касательно иранского обогащенного урана с его конфискацией спешить не стоит. Параллельно он подверг критике действия Израиля в Ливане, подчеркнув, что не нужно сносить жилой дом каждый раз, когда ведется поиск конкретных лиц, отметив, что в таких домах проживает множество мирных людей и далеко не все они связаны с Хезболлой. Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 во время встречи с Дональдом Трампом обратился с просьбой предоставить лицензию на производство систем противоракетной обороны и соответствующих перехватывающих ракет. По его словам, этот вопрос был обсужден с президентом США, и дальнейшую работу по нему продолжат делегации двух стран. На этом фоне вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что в течение 60 дней переговоров после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном суда смогут проходить через Ормузский пролив без уплаты пошлин. Он отметил, что уже сейчас уровень бесплатного прохода через пролив значительно вырос, через него транспортируются крупные объемы нефти, а мировые цены на нефть, по его утверждению, снизились со 120 до 83 долларов за баррель. Одновременно в сети появились кадры, на которых видно, как вооруженные силы США готовятся вывести около 20% своих самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион в Израиле после рамочного соглашения между США и Ираном, направленного на завершение конфликта. В настоящий момент США разместили там 72 самолета-заправщика, которые занимают почти половину всех парковочных мест. При этом пока остается неясным, будут ли эти самолеты полностью выведены за пределы Израиля или перебазированы на базы израильских ВВС. В то же время в Израиле выражают недовольство происходящим, а некоторые СМИ сообщают, что Иран вновь угрожает Израилю, заявляя: Израилю следует ожидать жесткого ответа, если он продолжит наносить удары по югу Ливана. В свою очередь, Биньямин Нетаньяху крайне эмоционально отреагировал на последние события. Днем ранее, на брифинге перед журналистами, отвечая на вопрос о том, почему Дональд Трамп поступил так же, как Джо Байден, и подписал подобное соглашение, он заявил, что не стал бы проводить такие сравнения,
и подчеркнул, что на данный момент еще неизвестно, каким именно будет это соглашение в окончательном виде. При этом Нетаньяху добавил, что Израиль якобы был спасен от угрозы ядерного уничтожения, отметив, что Иран стремительно продвигался к созданию ядерного оружия и параллельно пытался глубоко под землей укрыть свою ядерную и ракетную инфраструктуру. По его словам, именно эти действия и представляли экзистенциальную угрозу для государства Израиль, от которой страну удалось уберечь. Говоря об американо-иранском соглашении, Нетаньяху подчеркнул, что оно было заключено Соединенными Штатами и лично президентом США, который, по его мнению, считает, что сможет обеспечить контроль и демонтаж иранской ядерной программы. Он отдельно акцентировал, что это решение американского президента, повторив, что именно он руководит данным процессом. При этом Нетаньяху отметил, что высказывал свою точку зрения в различных беседах, однако одновременно подчеркивал наличие у Израиля собственных интересов и приоритетов в вопросах безопасности. В то же время он заявил, что не говорил о том, что одной из целей операции было свержение иранского режима, хотя ранее публично звучали заявления о том, что именно смена власти в Иране рассматривалась как одна из ключевых задач, которая в итоге так и не была реализована. В свою очередь, в иранских СМИ появились публикации с резонансными заголовками о якобы предупреждении со стороны Владимира Путина. В этих материалах утверждается, что переговоры могут служить прикрытием для подготовки наземной операции. Согласно распространяемой информации, Совет Безопасности России, ссылаясь на некие секретные данные, якобы уведомил иранскую сторону о том, что США намерены использовать переговорный процесс в качестве отвлекающего маневра для подготовки масштабных военных действий на земле. Отметим, что широкое обсуждение вызвали и заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, который жестко раскритиковал израильские власти. По его словам, Израилю следует одуматься и задуматься о том, как он будет существовать в будущем, подчеркнув, что в противном случае даже ядерное оружие ему не поможет. Он также заявил, что если мир действительно стремится к справедливости, то необходимо поэтапно ликвидировать все ядерное оружие на планете. Вместе с тем Лукашенко отметил, что если ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и предотвращения агрессии, то Иран, как и другие государства, имеет право обладать таким оружием в целях самообороны. На этом фоне Франция заблокировала стенды 12 израильских оборонных компаний на крупнейшей европейской выставке вооружений Eurosatory 2026 года в Париже, закрыв их деревянными панелями и перегородками. Париж настаивал на том, чтобы частные израильские компании не представляли наступательные системы вооружений, разрешив демонстрацию исключительно оборонительной продукции. Однако перед открытием выставки французские военные эксперты провели проверку и обнаружили штурмовое оружие, ударные беспилотники и боеприпасы, после чего организаторы в ночное время физически закрыли входы в павильоны этих компаний. Ранее власти Франции также полностью запретили Израилю создавать на Eurosatory 2026 года национальный павильон и направлять туда официальные правительственные делегации. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока.